Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом опыте кыргызского народа в Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манасчы Сагынбаева Оразбакова написан пятитомный роман-эпос в прозе на кыргызском языке. Затем я перевел его на русский язык и оба варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, может приобрести там эти книги. Ну а сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Другие копошились в руинах укреплений, ища в них спрятанное имущество горожан. Опасаясь кыргызов, с громкими криками и стенаниями горожане стали убегать в горы и степь. «Храни нас, Бог!» – голосили городские женщины. «Наши бабы стали рабынями, а мужчины – рабами. Все из-за того, что мы поверили хану Текесу и Куясу». Спасаясь от кыргызов, некоторые калмаки ходили пешими, держа в руках уздечки от лошадей. Другие, сжимая подмышками потники, гоняя перед собой блеющих овец, мычащих коров и ревущих верблюдов, также пытались выбраться из города. Находившись в своем дворце, Текес услышал, что приближается армия Манаса. Он испугался, не знал, что делать. В это время к нему ворвался раненый в голову Куяс. Колдун вскочил на ноги к хану. «Какие новости ты принес? Что случилось с нашей ратью? Смогли отразить вражескую атаку?» «Повелитель», запинаясь, ответил Куяс. «Стряслась беда. Наши войска, не выдержав натиска кыргызов, беспорядочно отступили, удрали в степь». «Что ты сказал?» – вытрящил глаза хан. «Мы побеждены кыргызами?» «Да», – задрожал колдун. «Идиот!» – заорал разгневанный Текес. «Ты пришел, чтобы рассказать мне это и позлорадствовать? Почему вместо того, чтобы с честью погибнуть на поле боя, ты убежал от врагов, трус? Вот, на тебе!» Хан вытащил длинный острый кинжал с золотой рукояткой, висевший на его широком черном поясе, и ударил Куяса в живот. Ох ты! Сжимая живот руками, колдун медленно повалился на землю и мгновенно испустил дух. В приступе ярости Текес выскочил на улицу и увидел, что по улице идут кыргызы. Именно тогда хан понял, что он не может убежать от врагов, потому что был окружен со всех сторон. При виде Манаса и Бакая, ехавших к нему, Текес еще больше расстроился. Он сразу понял, что их цель – пленить его. «Я никогда не сдамся вам живым!» – воскликнул хан и со стервенением, ударив себя в живот кинжалом, упал на землю. Увидев это, Манас и его товарищи поспешили к Текесу. Но было поздно. Хан распрощался с этим миром и неподвижно лежал на земле. «Ты сам себя загубил, пытаясь противостоять нам, безрассудный человек», – печально покачал головой Манас. «Что же нам теперь с ним делать?» – спросил Бакай. «Предайте земле тело Текеса. Предупредите воинов. Не трогайте ничего из имущества калмаков. Не берите даже дырявую иглу. Зачем нам их богатство, накопленные с незапамятных времен? Если заберете у богатых скот для забоя, у бедняков не берите даже засранных козлят». Манас недовольно произнес Бакай. «Зачем ты жалеешь калмаков? Разве не будет справедливо отнять их имущество, как они в свое время ограбили нас?» «Нет, брат,
Нам не нужна такая жестокость, несправедливость. Мы не жаждем чужой собственности, как какие-то голодранцы. Донести этот приказ до всех воинов. Ты понял меня, Бакай? Понял, ответил Бакай, повернул нож, чтобы вернуться в свой отряд. Еще одно слово остановил его Манас. Отправьте посланника к Жакупу на Алтай, чтобы он рассказал им о нашей победе и сообщил, что путь к священному Алату открыт. Пусть отец со всем народом немедленно отправится сюда. Слушаюсь, повелитель. После этого богатырь позвал всех 200 016 оставших живых после резни Калмака к перевалу Турсо-Тутону. Ваш хан Текес мертв, сказал им Манас. Он покончил жизнь самоубийством, поэтому не предъявляйте нам никаких претензий. Нет, богатырь, ответил высок седой бородой золотолицый старец Карача. Мы не виним вас в том, что среди нас есть люди, которые видели, как Текес умер своей смертью. Это хорошо. Теперь изберите вместо него кого-нибудь ханом. Если вы потеряете голову, выживете ли? Пристало ли Манасу оставить все, как есть? Поднимите, завяжите свой флаг, выберите большинство своего повелителя. После слов богатыря среди народа начался переполох. «Разве ты не будешь нашим правителем?» – удивленно спросил Карача. «Или поставь кого-нибудь из своих людей на ханство?» «Нет», – покачал головой Манас. «Мы не собираемся управлять вами. Вашим народом будет править кто-то, избранный из вас». «Тогда ладно», – Карача встал и обратился к своим соотечественникам. «Люди, хотя Текес погиб внезапно, мы остались живы. Манас дает нам возможность выбрать нового хана. Давайте изберем на этот пост достойного человека». «Кто может стать ханом?» – сказали мудрецы и стали советоваться. Посовещавшись между собой, поначалу они сделали это предложение худощавому, скуластому, светлолицому богачу Ущумбаю. «Ты очень богатый человек, с 3 сотнями тысяч коров, верблюдов, лошадей и 3 000 подданными», — сказал Карача. «Будь нашим ханом». «Если у меня есть живность, я хан, но я никогда не был правителем, поэтому мне сейчас лучше отказаться от этого», — ответил Ущумбай и недовольно отвернулся. Затем Карача обратился к рослому, широкоплечему, краснолицому богатырю Дардаку. «Стань нашим ханом. С таким сильным человеком, как ты, мы будем жить, никого не боясь». «Да», — ответил Дардак, — «у меня есть сила, но нет никаких способностей. Я 2 слов могу связать, я отнюдь не краснобай. Откуда из меня может выйти хороший правитель? Вам лучше выбрать ханом кого-нибудь с более достойным». Когда Дардак отказался от ханства, все рассмеялись его словам. Отчаянно Карача обратился к богачу Туху. «Сынок, ты один из наших самых богатых людей. У тебя есть 4000 коров. Ты и умный, и сильный, красноречивый. Будь нашим правителем». «Нет», — отказался маленького роста, круглолицый, желтолицый, пухлый такой. «Правильно, я богат, но я не собираюсь управлять людьми, становиться ханом». «Если ты не согласен, кого мы выберем правителем?» — разозлился Карача. «Перестань кривляться и соглашайся стать ханом, когда тебя об этом просят. Если поработаешь для народа и родной земли, тебя что, убудет?» «Хочу я быть ханом», — отрезал такой. «Если ты так печешься о народе, перестань бросаться на меня и сам становись правителем». «Я?» — вытаращил глаза Карача. «Да, ты не менее богат, чем я, со своими 90 000 домохозяйствами. Главное, что у тебя есть опыт управления людьми. У вас есть чин Долтая». «Такой прав, ты достоин быть ханом, будь нам правителем», —
закричали люди. Карача растерялся. Он не знал, что ответить, когда все начали нажимать на него. Вы абсолютно правы. Смог пойти против воли большинства людей, старик. Я с самого раннего возраста увлечен во власть. Но теперь я постарел, мне почти 80 лет. Выберите кого-нибудь моложе, ханом. Нет, сказал Току. Будь нам владыки, хоть ты старый. Правильно, люди, правильно, правильно. Снова закричали все. Карача смутился и решил согласиться стать ханом. Но к нему подскочила одетая в мужскую одежду его дочь Шайхал. Красивая, гибкая, как тростник, жемчужными зубами, выщипанными бровями, широким лбом, завязанным в узел волосами девушка. Своей красотой она была способна поразить сердце любого мужчины. «Что ты делаешь, отец?» – сердито сказал он. «Почему рвешься стать ханом, как будто никогда не был во власти и своровал шубу у умершего Текеса? Это нехорошо. Не позорьтесь перед людьми, стойте смирно». «Люди!» – обескураженно крикнул Карача. «Я отказываюсь от ханства, так как моя дочь не согласна с этим». Недовольно прокричали собравшиеся. Ты оставил наше слово без внимания, послушав свою глупую дочку и жестоко с нами обошелся. Народ успокаивающе произнес Карача. Почему так расстроились моим отказом? Если никто не хочет, давайте изберем ханом Тииша. Какого Тииша? Недоуменно спросил Ротоку. Младшего брата Текеса. Как вы знаете, у его отца Тимира было 6 сыновей. Старший из них Текес, а младший Тииш. Он и умен, и не по годам мудр. Давайте выберем его, повторил свое предложение Карача. А вообще-то ты прав, согласился Току. Но им только 18. Разве Тииш может уважить людей и не расстроить никого? Не утомит ли он нас своими безрассудными действиями? Все замолкли от правильных слов и уставились друг на друга. Манас, до сих пор не вмешившийся в оживленный спор калмаков, покачал головой. Вот люди, подумал он про себя, дашь им чего-то или не дашь, все равно ты плохой. Я отказался править калмаками и предложил им выбрать другого. А они вертят хвостом туда-сюда. Если не вмешаться, они через 10 лет не смогут договориться и выбрать кого-нибудь ханом. Поэтому надо посмотреть на этого Тииша. Что он за парень? Если хорош, дам команду избрать его ханом и остановлю эту шумиху. Манас подозвал одного из охранников к себе и приказал: приведи ко мне Тииша. Через некоторое время среднего роста, темноволосый, крепкий, светлолицый Тииш подошел к Манасу и низко поклонился. Богатый сразу проникся симпатией к нему. Судя по внешнему виду, Тииш неплохой парень, подумал Манас, пристально всматриваясь в юношу. Сразу заметно, что он, хоть и молод, но умен. Тииш сумеет справедливо править своим народом, не притесняя никого. Если он не справится с этим, его можно заменить в любое время. Пусть Тииш пока побудет ханом. Люди, сказал Манас, я думаю, что Тииш вам будет справедливым правителем. Что вы думаете насчет того, чтобы избрать его ханом? Калмаки согласились на предложение богатыря, усадили Тииша в белый вайлок и стали кружиться по городу Тимиркану. Мы выбрали ханом Тииша и оставили в стороне печаль, кричали калмаки, и троекратно обошли с ним весь город. После этого они привели Тииша, на голове которого красовалась золотая корона, а на плечи спускались перья попугая, к Айдаркану и Манасу. Тииш, мы избрали тебя ханом, хотя ты молод. Поздравляю тебя с этим, произнес торжественно Манас, и рассыпал над головой калмака горсть золотых монет. Этим своим поступком богатырь несказанно обрадовал Тииша.
Не торопись, Лев, довольно ответил новоиспеченный хан. Поохоться со своим оружием Ак-Келте и останься с нами здесь 6 дней. Если пожелает Бог, мы завоюем владение хана Акунбишима, а до этого устроим пир в честь моей коронации. Будьте моими дорогими гостями, богатырь. Глава 11. Пир хана Тииша и битва Манаса с девицей Сайкал. Выполнив обещание, Тииш начал пир в честь своего избрания хана. По устоявшейся традиции решили провести различные игры, а победителям вручить призы. В скачках они были определены для первых 40 лошадей. Главный приз установили в размере 400 лошадей, 300 коров и 100 верблюдов. 40-й конь должен был получить 2 лошадей и верблюда. Старейшины решили, что конники пересекут Манкан и Кордонь, чтобы начать скачки перед Эчкюльбюсом. Скачки – одни из самых популярных национальных игр. Кыргызы проводят все счастливые моменты своей жизни национальными играми и развлечениями. Существует несколько видов скачек. Они делятся на гандикап, большие скачки, черные скачки, малые скачки и похоронные скачки. В гандикапе лошади бегают на средней дистанции, и в них могут участвовать скакуны любых возрастов. В больших скачках приз присуждается за победу в беге на большие расстояния. Принять участие в них могут только лучшие скакуны. В черных скачках лошади бегают на короткие дистанции, и тут не устанавливаются призы. Они проводятся перед большими скачками и служат только для проверки лошадей и наблюдением за их внешним видом. Малые скачки также устраиваются на короткие дистанции без выдачи призов. В них участвуют рядовые скакуны, и они проводятся накануне больших скачек для менее почетных гостей. Похоронные скачки устраиваются в честь умерших. Этот тип скачек проводился на похоронах покойного, а некоторые его вещи выставлялись в качестве приза. На пире хана Тииша решили провести большие скачки. 900 всадников, вышедших соревноваться, решили за 3 дня достигнуть финиша. Они поехали в Эчкюльбюс, чтобы начать состязание. После их отъезда Тииш, демонстрируя шерсть, приказал собрать 600 быков и 10 тысяч овец, чтобы те, кто пришел на пир, могли вдоволь наесться и напиться. «Забивайте овец, приказал он, вы останетесь здесь на 2 дня. Если вам не хватит баранин, можете зарезать быков, ежели проголодаете. Я привязал 40 тысяч кобыл для тех, кто хочет пить кумыс. Пейте его столько, сколько хотите». «Благослови тебя Бог, повелитель», ответили довольны его гостеприимством люди. После того, как лошадей отогнали, начались другие игры. Пусть первыми на схватку выйдут борцы из зала Тииш. Победитель получит по 9 лошадей, коров, также 1 верблюда. Казахи выставили на поединок среднего роста, широкоплечего, смуглого байкапа. «Мы недавно породнились с ним», сказали калмаки, и отказались бороться с казахами. Из кыргызов на Майдан вышел среднего роста, могучего телосложения, белолицый Кукжору, сын Испары. Когда началась борьба, Кукжору поднял байкапа вверх, трижды повернул поверх своей головы, кинул на землю, сразу же победил его. Ой, макасы не в состоянии быть равными кыргызам. Изумленные казахи, калмаки были расстроены, после чего другие борцы не приняли вызов против Кукжору, и игра была остановлена. Если никто не хочет бороться, начинайте борьбу на копьях, издал очередной указ Тииш. Казаки, калмаки, огорченные поражением в борьбе против кыргызов, решили на этот раз не отдавать им победу. Но никто долго не хотел входить на поединок и не изъявлял желания сразиться. Чтобы постоять за честь сородичей,
17-летняя калмачка Сайкал надела доспехи, взяла копье 9 саженей. Оседлав желто-чалого коня Сары-Буру, она смело отправилась на поле боя. «Давайте, выходите, если хотите приза!» — крикнул одетый в красный шелковый халат Айдархан, сжимая в руках плетку. «Убейте эту возгордившуюся рабыню!» Мужчина не убегает от женщины, а чернуха не в состоянии так ходить. «Не берите на себя так много, богатырь!» — тихо сказал ты, стоявший рядом с Айдарханом. «Эта девушка не робкого десятка. Наши люди называют Сайкал богатыршей, а ее отца князем Дуотаем. Немало калмакских богатырей не смогли ее победить». «Вы это серьезно?» — широко раскрыл глаза Айдархан. Неизвестно, слышали ли они раньше о Сайкал, но ни один кыргызский богатырь не решился сразиться с нею. Хотя девушка вышла на бой в полдень, в течение 2 часов никто не решился подойти к ней. Тогда Бердике, Акбалта, Бакай повернулись к кыргызам и закричали: «Почему вы молчите и роняете свою честь? Что за безобразие, что вы боитесь женщин? Входите на поединок!» Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.